Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас четверг, 20 апреля, мы проводим промежуточный выпуск. Сразу хочу напомнить, что в комментариях к нашему вчерашнему видео вы можете оставить свои вопросы, на которые я отвечу уже завтра, в пятницу, 21 апреля. А также хочу вам напомнить, что все наши уважаемые зрители и слушатели, которые нас поддерживают, могут поставить лайк к этому видео, могут написать комментарий и к этому видео, конечно же, в том числе, как минимум 5 слов в знак поддержки нашего канала. И этим самым вы поможете в поднятии рейтингах YouTube наших материалов. Так, давайте перейдем к текущим событиям. Заявление Путина сегодняшнее очень интересное, которое довольно знаковое, его стоит обсудить. Тренд многополярности мира будет усиливаться, и те, кто этому препятствует, проиграют, сказал Владимир Путин. Ну, мы сейчас не будем проверять на наличие смысла самовыражения. Многополярность, не многополярность, это вопрос уже на сегодняшний день достаточно философский. Мы видим два основных полюса в мире, это США и Китай, которые пока столь активно не делят сферы влияния, но все же борются за лояльность тех или иных стран, тех или иных межгосударственных структур. Но вот сам Путин, когда говорит о том, что кто-то проиграет, в его словах, конечно, звучит немного истерика. Дело в том, что Путин уже проиграл. Мы с вами это прекрасно знаем. Но, во-первых, его планы по аннексии Украины не осуществились. Это как минимум. Мы прекрасно понимаем и знаем, что должно было происходить. Мы с вами этой информацией делились. Путин должен был в течение 3 дней, максимум 5, отпраздновать победу, завершив практически полную аннексию Украины и перейти дальше, захватывать Молдову, которая должна была сдаться чуть ли не за полдня, и так далее, и так далее. Он должен был быть не просто победителем, а суперпобедителем. На мифическом коне должен был восседать во время парада Победы. И так далее, и так далее. Все это, конечно, очень интересно, но Путин проиграл. И вот чем больше Путин будет говорить о победах чьих-то, чем больше будет угрожать, что кто-то проиграет в чем-либо, это, конечно, чистейшая истерика. Истерика в том плане, что победители никогда не будут кичиться своими победами, не будут употреблять подобные выражения, что если вы не будете, следовать нашим курсам, то вы проиграете. Либо не совсем нашим курсом, либо тем курсом, который мы исповедуем, потому что на сегодняшний день российское руководство лишь исповедует какой-то курс. Курс движения в фарватере Китая полностью перешел на вассальное положение. Владимир Путин является вассалом китайского руководства, и тот ярлык на княжение, который выдал ему Си Цзиньпинь, когда сказал, что будь добр, баллотируйся на еще один срок, я теперь разрешаю и, возможно, даже настаиваю. Мы уже говорили, опять-таки, о том, что Китаю очень выгодно нынешнее российское руководство, китайскому руководству очень выгодно нынешнее российское руководство. Путинская система полностью устраивает, коррупция, которая процветает, полностью устраивает. Разбазаривание земель, которое проводит нынешнее российское правительство, и то, что энергоносители поставляются в Китай довольно часто просто бесплатно, а иногда с такими скидками, которые не покрывают, с такими скидками, что основные деньги, которые получает Россия, не покрывают даже себестоимость тех товаров, которые не товаров, даже сырья, которые Россия поставляет в Китай. Выглядит, конечно, все смешно, если бы не было так грустно. Итак, Владимир Путин все-таки настаивает, что кто-то может, кроме него, еще и проиграть.
далее давайте перейдем к усам или к усам, если угодно. Мы знаем, да, и уже неоднократно с вами обсуждали тему красноярского губернатора Уса, его сына, который сбежал из-под ареста, которого арестовали в Италии, должны были экстрадировать в США. Ну вот он сбежал, побег удался. И сейчас папа Ус уходит в отставку. Отставка прогнозируема. Не будет Путин держать возле себя тех людей, которые по своей сути являются неудачниками. Неудачник уже хотя бы потому, что сынок, конечно, Уса, неудачник уже хотя бы потому, что попался на чем-то, попался и чуть было не стал заложником, ну, так как Путин действительно исповедует какие-то идиотские лозунги, исключительно, конечно, к людям из своего, ну, не обязательно близкого круга, но и к тем людям, которые в той или иной степени принадлежат к российской власти, своих не бросаем. Иногда, конечно, своих бросаем, но дело было столь громкое по аресту как раз сына Уса, что его в любом случае пришлось бы на кого-то обменивать. Обменный фонд России, как ни странно, но не так велик у российского руководства. И поэтому, конечно, ценные экземпляры отдавать за сынка Уса было бы очень обидно. А так сынок сбежал, да и пес с ним, но все же попался, значит дурак. Поэтому папаша тихонько, спокойно, очень спокойно уходит в отставку. Вместо самого Уса будет губернатором Красноярского края нынешний замминистра финансов Катюков. Ну что ж, одному замминистра извините, мини-княжение, сам Путин это большой, конечно, князь, а губернатор это мелкие князьки. Мелкокняжение на Красноярский край, а каким-то замминистром и уголовное дело. Видите, как демонстрирует Путин политику кнута и пряника. Одним замминистра уголовное дело и тюрьма сегодня арестовали извините, было бы слишком громко сказано, замминистра, которая проворовалась, а замминистра финансов Катюков, пожалуйста, возглавит Красноярский край. Очень интересная тенденция, но и опять-таки очень показательно. Далее внезапная проверка Тихоокеанского флота завершена. Она подтвердила высочайшую готовность к отражению атаки вероятного противника с океанских и морских направлений, сообщает нам Минобороны Российской Федерации, и в то же время снимают руководство Тихоокеанского флота. Это, конечно, очень показательно. Очень показательно. Отставок будет несколько. Это все как бы заложено в перспективу, будет в скором времени. Но вот руководство Тихоокеанского флота будет уходить постепенно на дно условное. Видите, как провели проверку, выявили отменную готовность. Не просто отмена, высочайшая готовность к отражению агрессии, и руководство идет, значит, со своих должностей. Все это прекрасно, выглядит прекрасно и не менее прекрасно в нынешней современной российской политике, в российской действительности, когда не признают ни в коем случае провалы российского руководства, никогда, ни при каких обстоятельствах. Все замечательно, все идет по плану. Да, вот Путин прав. Все идет по плану. Что бы ни происходило, как бы ни было плохо, это все, что плохо, хорошо, и все идет по плану. Ну, не готов Путин признавать свои ошибки, но не суть важно. Как мне сдается, недолго осталось. Так, большое спасибо, что были со мной на сегодня. Это все. Мы вас любим, это искренне, это самое главное. Мы работаем для вас.
Не забывайте, пожалуйста, об этом. Поддерживайте нас лайками. Смотрите нас, если вы находитесь на территории России с включенным VPN. Если посмотрели без включенного VPN, включите VPN и посмотрите, пожалуйста, еще раз. То же самое касается и людей, которые находятся на территории Республики Беларусь. Аналогично включайте VPN и смотрите с включенным VPN, если вы нас поддерживаете. Лайк и комментарии, как минимум 5 слов, безусловно, поддержат нас в рейтингах. Распространяйте наши материалы, помогайте нам, если есть возможность. Есть криптовалютные кошельки в описании к этому ролику. Ваша помощь нам сейчас необходима. Также хочу вам предложить подписаться на наш Patreon. Там я отвечаю на все вопросы, которые вы задаете. А завтра, в пятницу, 21 апреля, я отвечу на те вопросы, которые вы нам задали в комментариях к нашему вчерашнему ролику. Большое спасибо, что были со мной. Всего доброго. До свидания.